Я Елена Кухтерина, исполнительный директор новой лиги университетов. Мой функционал от организационных до стратегических вопросов. Благодаря моей команде, благодаря всем 4 университетам, я думаю, что мы как раз и продвигаемся в этой жизни. Все 4 университета – это университеты со своими корпоративными культурами, со своими особенностями, но у всех университетов лучшие образовательные практики, лучшие исследовательские практики и, конечно же, лучшие административные практики. Основной направляющей темой для нас будут совместные образовательные практики. Второе – создание сообщества, то есть общее комьюнити, студенческое, преподавательское, администраторов. И как раз третье – это совместные программы ДПО, совместные курсы, совместные магистерские программы, какие-то небольшие тренинги или образовательные проекты именно на 4 университета. Один из любимых проектов – это открытые курсы. То есть это когда студент любого университета, например, студент Скалтеха, берет курс в Шанинке или берет курс в Европейском университете. Как раз вот об открытых курсах вам расскажут наши студенты. Одногруппница скидывает фотку препода в чат, говорит: смотри, какой интересный курс. Я такая: действительно. Послушала лекции преподавателей и поняла, что да, мне это заходит, я хочу этот курс взять как дополнительный, потому что у меня очень напряженная, достаточно активная программа, и я хочу взять что-то для души. Просто открываешь для себя какие-то новые сферы, в принципе, в жизни. И самое интересное, что потом по другим предметам я могу использовать этот материал в качестве, и литературу в том числе, да, в качестве каких-то ссылок. Хоть это было интуитивное такое решение, по факту оказалось практически очень даже применимым. Мой тоже любимый проект – это дебаты. Я, если честно, с дебатами была знакома очень поверхностно, но сейчас настолько они мне близки, что мы приняли решение снять небольшой курс для студентов. Мы будем дальше поддерживать наши игровые форматы. В некотором шоке находишься от того, как люди обсуждают знакомые вроде проблемы, и как проблемы, которые тебе кажутся решенными, да, оказываются, имеют какие-то контраргументы. Потом, соответственно, сразу возникает интрига, как это преодолеть. И тут в дебатах тоже накоплен большой опыт анализа, как анализировать разные проблемы, чтобы научиться видеть в них как бы плюсы, минусы, разные стороны. Говорят, даже дебаты — это про сравнение, это умение сравнивать. Потому что у тебя могут быть несколько решений одной проблемы. Или, например, может быть, тебе надо решать проблему, или ты думаешь, может, не надо решать проблему, ее не существует. И тебя учат сравнивать вообще. Ты должен доказать, что проблема того стоит, чтобы ее решать. Или, может быть, нужно найти другое решение. Возможно, точка роста для и дебатов, и для университетов. Потому что почему для дебатов? Дебаты — это спортивные дебаты. Они еще называют студенческими дебатами, потому что большинство этих мероприятий, по крайней мере, где я видел, это студенческие. А студенты — это обычно бакалавриат. При этом вся организация происходит похожими студентами, которые только что прошли такую же, прошли эти ступени, и кажется, что этот формат действительно впитал в себя интересные особенности того, как надо вести дискуссии, как надо поддерживать такого рода дискуссии, как надо других людей этому учить. При этом темы, которые там есть, и амбиции, которые есть у этих дебатеров, мне кажется, можно немного использовать других вещей. То есть как раз-таки пытаться решать, может быть, более академические вопросы. День донора — очень хороший проект. Его нам предложили студенты. Мы решили их поддержать в этом. Все 4 университета принимали участие в Дне донора. Эту традицию мы будем обязательно продолжать. И ближайший день будет, если мне не изменяет память, в ноябре. И поэтому приглашаем всех принять участие. Мотивация была простая. Хотелось сделать что-то хорошее, и хотелось сделать это не одной, потому что это, в общем, акция такая довольно страшная, наверное, для тех, кто никогда не сдавал кровь. Кажется, что у тебя берут пол-литра, это так много. На самом деле это не очень много, потому что организм очень быстро восстанавливается. Очень простой шаг — сделать что-то доброе для людей, которых ты не знаешь. Я почувствовала, что я нахожусь в сообществе, которое нечто большее, чем какая-то... И мы имеем нечто большее, чем академическая связь. То есть у нас есть общие цели помимо учебы, и мне очень понравилось, что мы можем в этот момент поддерживать друг друга
и что на самом деле так много народу пошло, и даже смотивировали свой факультет устроить эту акцию повторно. В наших университетах есть киноклубы, мы решили их подружить, и вот родилась идея совместного кинодня. Ну, идея совместного мероприятия, по-моему, это была цель, то есть нам надо было сделать какое-то мероприятие между несколькими университетами. Но вот с выбором фильма было очень тяжело, честно говоря, мы очень долго выбирали. Мы хотели показать что-то очень хорошее, светлое, доброе, приятное, чтобы все ушли с хорошим впечатлением. Чтобы выбрать что-то хорошее, надо было прям постараться. И тут мы вспомнили, что вышло попало как-то в свет якутское кино. Ну, у нас был такой распорядок. Сначала мы посмотрели фильм, а потом к нам пришел Егор Москвитин и провел нам небольшую лекцию и беседу. Мы все пообсуждали фильм, что-то поделали, потом мы сходили поесть. И потом у нас был еще спиддейтинг, это вот мероприятие, которое мы реально организовывали. Мы переставляли столы, чтобы ребята могли перемещаться по столам и обсуждать что-то по фильму. У нас было заготовлено несколько вопросов, по-моему, 3, связанные как-то с фильмом и с личной жизнью, чтобы как-то вот можно было что-то обсудить. И вот ребята обсуждали, менялись столами, менялись людьми. Было здорово. Ну, я была, конечно, очень довольна, поскольку это был как бы бесплатный кинопоказ с Егором Москвитиным, еще и еда была. Это первое мое мероприятие с бюджетом вообще каким-то, чтобы можно было позвать нормального модератора. И, наконец, у нас был нормальный человек, который мог нам провести обсуждение. Была еда, то есть люди могли приехать и все сделать. Ну и Новая Лига взяла на себя некоторые такие организационные вопросы, и не надо было их решать. И это просто было чудесно, поэтому все было намного легче, чем организовать один показ в киноклубе в Шанинке, вот это честно. Каждый студсовет в отдельности способен на маленькие вещи, сравнительно маленькие вещи, чем то, что он мог бы делать вместе с другими. Здесь еще тоже нужно выделить вообще, а как мы можем влиять на образовательную среду. И я здесь вижу несколько путей. Первое, и это весьма базовое, это функция студсоветов, это представление интересов студентов. Пытаемся, допустим, внедрить какие-либо идеи, которые были предложены студентами, или сделать что-то, что им кажется сейчас востребованным. Второе — это проведение самих образовательных мероприятий. Тоже нужно понимать, что студсоветы делают еще намного больше, нежели там представляют интересы и так далее. Мы можем приглашать спикеров, мы можем организовывать новые мероприятия, мы можем опрашивать студентов всех и делать мероприятия открытыми для всех 4 университетов. И совместными усилиями мы действительно можем добиваться того, чтобы это было на качественном уровне. Мне кажется, в первую очередь это честность и стремление к истине. Действительно стремление к объективности, к тому, чтобы обращать внимание на мельчайшие детали и действительно приходить к какой-либо истине. Второе — это сотрудничество. Ценность сотрудничества сейчас, я думаю, в Новой Лиге студентами особенно осознается. Как только есть возможность объединиться, как только есть возможность увеличить эту самую базу, мы можем прыгнуть намного-намного выше. И третье — это, конечно же, профессионализм. Оно в том числе включает требовательность. Требовательность к себе, требовательность к качеству и объективный подход.